Что ты? Паша бицепс! Чего ты хочешь? Высший трейд! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой комплект Trust GXT 788 4 в одном подходит для любых ПК и ноутбуков всего за 3989 рублей. Медиамаркт. А у нее банки побольше твоих будут, а? Ну, Чен действительно хороший герой, потому что из мета выпало много его контрпиков. Да и вообще непонятно, чем его контрить на самом деле сейчас. Многое зависит от крипов. Если тебе попадаются хорошие крипы, то у врага как бы почти нет опций, чтобы с этим что-то сделать. Если попадаются плохие, то Чен все равно может дальше как бы выруливать. Сильный герой, от него удобно строить пик, с ним удобно сноуболить, наращивать преимущество. Роджер на нем хорошо исполняет, поэтому мы его любим. Он действительно хорошо сыграл на снайпере. Мы его взяли на 21-й пик, чуваки пикнули Баньшу на 22-й. Ну там, в принципе, была удобная игра для снайпера. Был тролль, чтобы бустить его по атак-спиду. И лейнинг такой довольно комфортный матчап, мне кажется, ДК против снайпера. Плюс Вован там пару-тройку раз поднимал ДД в игре, и мы как бы их очень хорошо реализовывали. Да, Вован молодец. Monkey King хороший персонаж против Тайда на линии. Там. Ну, у меня не пошло, у меня там всего лишь было на 8-й минуте 0-6-0. Ну, я умею камбэкаться и выбираться из таких ситуаций. Момент, бараки упали. Вот кого-то бы подловить, ну хотя бы одного-двух. Есть Глим, Сайлор нажимает шип-шифт, но статик шторм, Кинетик филд, Monkey King идет ультимейт Сайлор. Можно быстро убить, Сайлор урвается, убивает моментально. Дизраптор убили, Дизраптор выкупается. Надо скорее кого-то глимсануть, Соло подойти. Больше ничего, в общем-то, Дизраптора не нужно. Соло. Тут Янг. Такое ощущение, что готовы драться есть и без Ликана. Есть Рэвидж, Monkey King пока на дереве сидит. Соло получает гаш-брейв от Роджера. Хаслэм по троим, Фисура по четверым. Продолжение будет ли DDC. Thunderstrike получил выход. Паша дает Эвеланч, дает ТОС. Можно убить практически всех. Убивает Вич-доктора. Фейд дает шарды, погибает также. Но Ван пытается уйти из драки. Приз находится под пайпом вместе с Янгом. Паша, пока все в кулдауне, появляется ТОС. Monkey King уже здесь. И выкупается Туск, даже так. ТОС на Приза. Паша, что там по Эвеланчу? Эвеланч пошел. Стан от Лишарака есть. Но Ван просто в энштах аккуратненько стоит с флэком, расстреливает, убивает. Айтхантера также. Может добить и Фейда, который с байбека пришел, получает палку. Врывается Паша, есть ТОСы. Это минус 5. И при этом выигрыш даже минус 6. Это минус 6. Пангальер это, ну, понятное дело, что мы все играли против него в паблике много раз, но все зависит опять же от позиции. Позиции 3-4, они немножко разные. И этот герой больше похож на сноуболящего героя. И если команда противоположная вначале доминирует, то с такими там клевыми заклинаниями, как там, ульта, потом катис, что-то еще, если с ними ничего нельзя делать, то остается только сплитить то, что они и делали всю игру. И сидели на хайграунде. Но вообще герой ближе уже к лейтгейму, там сколько мы минут играли, я не помню, но вот где-то там к часу ближе, он уже начал надоедать, по-моему. Лину или друида. Один какой-нибудь глиммер Пупей. спокойно сейвит. Вот, у меня сейчас вижный, Пупей просто... Есть сайленс по двоим. Лина на хайграунде, нужно засейвить. Пошел кататься и обзор, но Вана, он ничего не делает против Блокинг-бара. Надо Мидвану как-то подняться в Юл, пожить немного. Кастуется Новый год, приземляется Мидван, он никого заковырял, 125 секунд без него. Прожимается Га. Зафокусит также Пупея, кастуется Эпицентр, минус Эйс, он тоже без байбека. Ну и вот это, наверное, уже финалочка. Да, на самом деле с Фурионом как бы мы к нему готовились, то, что это будет именно Миракл, иногда там периодически появлялся Куроки. На Фурионе все это было готово, просто у нас было 2 смерти перед заходом на хайграунд, мы потеряли еще Агани мгновение. Как бы даже после этого мы все еще могли выиграть, но уже было в разы тяжелее. Да, на самом деле с Ченом у нас появились проблемы в связи с последним обновлением, и действительно распик с него не получился полностью. Он нас действительно подставил. После ТП дает только Hand of God и моментально погибает, и опять-таки Рамзес, Соло и Паша остаются втроем против всей движухи. Миракла чуть-чуть еще дэмэджа, попал в елку, Миракла чуть-чуть, надо добавить дэмэджа, чтобы... Ну, они нам в очередной раз отдали бруду, и в очередной раз они подумали, что смогут ее законтрить, и в принципе по плейстайлу этой команды я могу сказать то, что они отдают именно эту бруду с целью хорошо против нее сыграть, и в принципе у них это хорошо получается. Просто, не знаю, просто в определенных моментах мы немножко, кажется, срывали их планы и полноценно перевернуть им не давали. Но это очень хорошо видно, что они отдают этого паука постоянно малому.
И они, ну, вроде как ты смотришь, фри-игра для Бруды, но они, ну, умудряются сопротивляться, причем довольно-таки эффектно, и у них хорошо это получается. Вот, но все-таки мы доводим игру до конца. Но он очень сильно проседает против Бруды, и он ничего не может сделать этой огромной пачкой пауков. И его просто загоняют. Сейчас кончаются паутины. Похоже, что Рамзес рискует сейчас умереть. У него есть Аелис. Отличный Юл. И Рамзес нажимает блокинг-бар и идет на развороте. Очень четко здесь сыграл No1. Спасает своего тиммейта. Иначе Рамзес оказался на хайграунде, убивает Бейна. Ну и Вивер уходит невидимость. На самом деле в третьей игре эти ребята тоже очень хорошо играли. Очень неудобно было против них играть. В ранней игре мы там сделали несколько хороших мувов. И опять выход на Нуана. Очередной выход на Нуана с той же точки. И очередной раз Нуану вряд ли кто-то поможет, если на него будет влетать. Да, влетать. Есть 2 ТП тут же. Дум, но он без Дума. Нуана притянули очень далеко. Будет ли какой-то подсейв? Шар не успеет. Успел, Роджер успел. Неужели он уйдет здесь? Нуан. Браво, Роджер. Просто браво, Роджер. Сама, если еще и заберут, будет вообще великолепный. Удар с Infernal Blade, ну там были стики. И все обошлось на этот раз. Ты знаешь, я вот, окей, Роджер, конечно, отыгрывает сейчас за 2 суппортов. Где соло? Роджер, шарды дал, боже мой, он убил! Роджер! Когда две хорошие команды друг против друга играют, все идет тютелька в тютельку, прям вот все зависит от малейшего нажатия кнопки. И никто не любит такие игры, потому что это может закончиться, как бы кто быстрее нажал, тот и выиграл, может выиграть кто угодно. И это была та игра, потому что ребята играли реально очень хорошо, и там именно все было до малейшего нажатия кнопки, кто быстрее нажмет. И в один момент просто мы нажали быстрее, мне кажется. Где-то я быстрее Doom нажал, где-то быстрее Роджер среагировал, где-то быстрее там еще что-то. И это привело к победе, мне кажется. В базе у TNC, после них мега-крипы, отбиваться будет совсем невозможно. Ну хотя... Ой, ворвался, бьет на Луну. Луну очень больно Луне. Так, Нунчика подняли, тут же пошел замес, прыгнул Роджер. Есть Дум на Армеле, у Армеля огромные проблемы, ничего не может делать. Слип есть. А что дальше? После слипа делать? Высвободить гирокоптера, чтобы пошел и фонтане подкинулся, переждал, этот Дум вернулся. Кого-то глипсанули Самаш. Самаш погиб, без байбека, 70 секунд его не будет. Рейвена отгоняют. Роджер ждет момента, когда Рейвен начнет кастовать свой ультимейт, но... Там уже все равно, там столько магии не будет. Статик Шторм поставили не самую удачу, тут же были форстапы, прыгают дальше. Баллуш Спайч, отлично на Рубика, Рубик погибает. Это минус 2, Клип пошел прямо сейчас. Робби прячется в сноубол, дэмэдж уходит просто в молоко. БКП есть уже от Паши, гонит, Роджер зажимает под фонтаном. Мужская. Пойдет. Привлекает внимание. Нагу убивает тоже, это минус 3. Где еще Роджер мог умереть в этой игре? Это человек, который за последний год играл в Империи, в Нави и в Virtus.pro. Только под фонтаном. Проблемы огромные у Рейвена. Его сейчас убьют, а Рейвена убивает. Они это сделали. Ну, ЛГД хорошо очень понимают, как нужно распределить силы в начале игры. FY переходит к нам в оффлейн, в наш сейфлейн, в свой оффлейн, переходит на каждом герое с орбофеномом и спейсит для своего хардера тем, что дерется со мной, не дает мне погонять хардера. Ну, короче, оказывает давление на нашу легкую линию. Вот, но мы подстроились только к третьей игре, на самом деле, как бы полноценно взяли специально Бейна, потому что это один из самых сильных лейн-саппортов. Как оказалось, на его месте много кого можно было взять, можно было Оракла взять. Вот, ну, короче, именно это отличает их от других команд, что неважно в какой ситуации, неважно на ком герое, FY перейдет с орбофеномом к нам, и они строят игру от этого. То есть мета меняется быстро, прямо на турнире выпускают новых героев, все время какие-то фиксы, а мы играем тем же, чем мы играли. Мы до сих пор верим, в принципе, в этих героев, в наши пики, но не было времени сесть и там спокойно потренироваться, 10 дней наиграть что-то новое. Так что на следующем буткемпе. Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Выше хитрей! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой комплект Trust GXT 788 4 в одном подходит для любых ПК и ноутбуков всего за 3989 рублей. Медиамаркт. А у нее банки побольше твоих будут, а? Спасибо, что смотрите, и не забудьте подписаться на наш канал.